Представьте, что вы вышли на прогулку со своим любимым питомцем и внезапно видите, как что-то блестит у вас под ногами. Сначала вы предполагаете, что это что-то обыденное, но с интересом продолжаете всматриваться и изучаете находку. Нет-нет, вам не показалось, это точно старинный перстень. Оценив перстень, вам становится известно, что данное изделие переходило из рук королевы в руки состоятельной женщины, которая со временем пропала с радаров. Вы нашли сокровище. Как бы странно это ни звучало, но много людей во всем мире натыкаются на потрясающие находки, даже не подозревая этого. При первом появлении Декларации о независимости Соединенных Штатов Америки было выпущено всего 200 печатных экземпляров. Из этих 200 только некоторые были найдены и проверены. Один из экземпляров был обнаружен в 1989 году случайно. Мужчина, войдя в комиссионный магазин в поисках красивой рамки для картины, нашел такую, которая ему подходит, и приобрел ее за $4. Придя домой, он решил разобрать рамку, чтобы вставить в нее свой портрет. Он сделал самое невероятное открытие в своей жизни. За полотном внутри рамки была одна из копий Декларации независимости США под номером 25. Позже он продал документ почти за $2,5 миллиона. Неплохо для рамки за $4, не правда ли? Нет ничего больше разочарования, чем потеря инструмента на полпути к окончанию проекта. Фермер Питер Уотлинг из маленького села Хоксон, что находится в Англии, знает, что утрата инструмента может иметь позитивные стороны. После того, как осенью 1992 фермер потерял молоток на своем поле, он воспользовался металлоискателем друга, чтобы найти пропавший инструмент. Но на свое удивление, он нашел один из самых больших сокровищ в истории Великобритании. Было найдено чуть более 15 тысяч римских бронзовых, серебряных и золотых монет, а также сотни серебряных и золотых ложек, вилок, ювелирных изделий и статуэток. Фермер и его друг, который одолжил ему металлоискатель, разделили деньги из сокровищницы, заработав почти по $3 миллиона каждый. Эту впечатляющую коллекцию теперь можно увидеть в Британском музее. Землевладелец из Китая в 1970-х годах захотел выкопать новый колодец на своей земле. Вскоре он начал работы, но вместо подземных вод, на которые он надеялся, он наткнулся на подземную пещеру, заполненную 8000 хорошо сохранившихся уникальных статуй древних воинов. Вес каждой из них примерно 135 килограммов, и место их изготовления неизвестно. При этом каждая скульптура отличается друг от друга. Как позже выяснилось, он случайно наткнулся на место гробницы императора Цин Ши Хуанди, человека, который объединял враждующие группировки Китая во 2 столетии до нашей эры. После восхождения на престол в возрасте 13 лет император Цин приказал построить эту терракотовую армию, чтобы защитить его гробницу после смерти. В данный момент все это место является музеем, открытым для посещения. В 1820 году на небольшом острове в Эгейском море фермер выдвинулся на свое поле в поисках белого камня, чтобы построить стену для своего дома. Но в поисках камней он обнаружил что-то намного ценнее. При помощи французского военно-морского офицера, который в этот же момент исследовал соседние руины на острове, фермер нашел Венеру Милосскую, разделенную на 2 больших части. Вскоре после того, как слухи про их открытие начали распространяться, прибыл другой французский моряк и заплатил людям за статую. Части статуи, которых не хватает, так и не были найдены, но было обнаружено достаточно прекрасных изделий, чтобы Лувр в конце концов купил статую, где она остается одной из самых выдающихся памяток истории. Сокровище Саддл-Ридж является самой невероятной находкой в этом топе. В феврале 2013 года пара выгуливала собаку на территории своего дачного участка в золотой стране возле горного хребта Сьерра-Невада в Калифорнии. Во время обычной прогулки
Они заметили что-то похожее на старую ржавую металлическую банку. Заинтересовавшись, супружеская пара решила проверить находку, и они тут же убедились в том, что контейнер вовсе не был пустым, никчемным куском мусора. Банка была заполнена почти 15 тысячами золотых монет. Хотя номинальная стоимость монет была чуть менее 30 тысяч долларов, монеты были проданы на аукционе за миллионы. Вам не нужно быть великим кладоискателем, чтобы найти потерянное сокровище. Просто держите глаза открытыми. Вы не знаете, что можете найти или какую сокровищницу у вас получится открыть. Желаю вам успеха в ваших поисках и находках. Спасибо за просмотр. До скорой встречи.